мой друг, короче, шутит. У меня есть друг, который любит шутить то, что «Зураб, ты похож на московских грузин». Я спрашиваю, кто такие московские грузины? Он говорит, это те, у кого от Грузии один только нос остался. Извините. Надо было нам с тобой что-нибудь черное одеть, видишь, что у нас бэкграунд белый, и мы Да такие пофигу. белые. Ладно. Привет, друзья! Всем привет. Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Меня зовут Сергей, и сегодня у нас в гостях Зураб. Добрый вечер, день, где бы вы ни были, какая бы у вас ни была погода. Фу, время суток. И какая бы ни у вас была погода, это правда. Тем более, да. Значит, Зураб живет во Вьетнаме, потому что я во Вьетнаме, и я разговариваю только с теми, кто тоже живет во Вьетнаме. Какая дискриминация? Какая дискриминация. Хорошо. И сегодня я бы хотел поговорить с Зурабом о том, немножко о его жизни, о том, как он здесь вообще оказался, и да, кто такой, откуда, чтобы пояснил за себя попонятнее. Да вообще, да. Вот. Сначала давай, Зураб, немножко расскажи о себе. С чего я могу начать? Родился я в городе Тбилиси, в республике Грузия, в далеком 92-м году. Потом, я постоянно забываю, 94-й год, это было или 95-й, когда наша семья переехала в Россию. Мой отец учился в Москве, там у него остались университетские друзья. И, собственно, я вырос в прекрасном округе Москвы, который называется Зеленоград. Это зеленый район, очень далекий от центра Москвы, но с московской инфраструктурой, просто райское место, это просто город, лес, город, сад. Я там рос, развивался, закончил классную физмат-школу, потом поступил в МГУ, закончил МГУ, механико-математический факультет. Могу похвастаться, это один из лучших вузов страны, и он входит там в топовые вузы мира, там, по крайней мере, в 100 точно, а если брать по разделу математика, там в 40 войдет. Позволь мне 40. тебя перебить одну секунду. Да. Что интересно, Зураб учился на одном потоке с моим дорогим другом из Иркутска, с Андреем. Андрей, если ты смотришь это видео, привет тебе. Да. Самое интересное, да, это было невероятно, когда мы в Хояне познакомились, да, сейчас мы находимся в городе Дананг, да, мы познакомились на вечеринке в Хояне и там разговорились, и внезапно выясняется, у меня друг, он тоже репетитор по математике, тоже из МГУ. И я такой, да ладно, а сколько ему лет? 93-го года рождения, я его знаю стопудово. Да, это было, говорят, мир маленький, да, Очень маленький. Удивительно, как можно встретить знакомых тебе людей абсолютно на другом конце света. Да, сколько я не путешествовал, столько раз вообще с этим сталкивался, что неожиданные знакомства сводились, узелки, эти вот коннекшены складывались на другом конце мира внезапно. Хорошо. Значит, давай сегодня у нас не очень много времени, потому что Зурабу нужно будет ехать. Да, бежать навстречу, да. Я занятой человек, бизнесмен. Знаете, я тоже своего рода предприниматель, да, как в том меме было. Вот, поэтому давай сначала начнем с того, как ты здесь оказался, во Вьетнаме. В связи со всеми известными событиями, которые происходят, к сожалению, на нашей родине, я в сентябре покинул Россию. То есть сначала я выехал через Казахстан, где меня мои казахские друзья приняли как дорогого гостя, прям как в моей родной Грузии. Потом я поехал в родную Грузию, провел там 4 месяца, потом навестил своих учеников в Таиланде и в середине февраля прилетел во Вьетнам, как я думал, на месяц. Но приземлившись здесь, с первого же дня понял, что я влюбился в город Дананг, я хочу здесь остаться. Я был восхищен всем людьми, климатом, ценами, едой, всем чем угодно. И то есть я понял, что устал менять страны, путешествовать, прыгать из страны в страну, это, конечно, весело, но здесь я хочу остаться на подольше. Вот. Тем более еще к тому же Дананг очень классное место с точки зрения цен. Почему у всех недавно порушилась наша национальная валюта, с вьетнамскими ценами здесь очень можно переждать эту экономическую финансовую бурю, пока ты не наладишь новые источники дохода. Поэтому здесь, в принципе, мой уровень жизни ни разу не упал, даже местами он даже более яркий и такой насыщенный, чем московский, просто за счет местной инфраструктуры, местных масштабов и при этом при небольших ценах. Безусловно. Я думаю, многие люди сейчас говорят, что Вьетнам находится в таком, по-английски так называемом sweet spot, то есть страна быстро развивающаяся,
ну, она еще не развилась до таких, до такой очень, скажем, дорогой, да, инфраструктуры, когда все будет там, не знаю, да, очень дорого, да, поэтому, но в то же время не так все, скажем, плохо. Да. Поэтому сейчас очень классно здесь, друзья. Приезжайте к нам в гости. Да. Будем Да. очень рады. Да. Потом мы будем здесь с тобой сидеть, как коренные вьетнамцы, и жаловаться, понаехали в наш... Не говори. Да вообще. Уже понаехал вон. Да, эти иностранцы вообще какие-то... Вот. Ну здорово, здорово, да. Но ты поехал из, получается, ну почему ты поехал в Казахстан сначала, когда ты, почему не, допустим, в Грузию? Тоже многие же люди ехали в Грузию, через границу пересекали. Однажды, в 2016 году, когда я ехал из Грузии в Россию по земле, я пересекал Верхний Ларс. Этот вот перевал небольшой. Уже тогда в тамошних гигантских пробках я зарекся. Я лучше заплачу в разы больше, но я полечу. Потому что уже тогда был ад. И когда началась в России мобилизация, мама мне сказала, езжай через Верхний Ларс в Грузию. Я сказал, мама, лучше меня погибать отправят на войну, но в Верхний Ларс я не поеду. Я там был, сейчас там будет еще хуже, чем тогда, а мне хватило тогда, мам. И, в общем, я просто долетел до самой восточной границы с Казахстаном, городом Омском. Там буквально час провел на границе. Может, Час? Может, два. Вау. Да, то есть То там есть не там было ты вообще... не ставил палатку, там не... Да нет, господи. Не платил Ты деньги за то, что... Слушай, как бы математический склад ума, он тебя принуждает искать простые пути. Ты, как говорится, как говорил один из моих преподавателей, настоящий математик, пальцем не пошевелит, пока не найдет самый простой путь. И то есть я нашел выход через город Омск, да, то есть там буквально заплатил какие-то копейки таксисту, там 1003 рублей меня довезли до города Павлодар, еще чуть накинул, меня до Астаны довезли, а в Астане меня уже встретили мои казахские друзья, с которыми я в университете учился. И там уже абсолютно дешевыми авиабилетами, абсолютно дешевым бизнес-классом, я даже так тебе скажу, я полетел в Грузию. Это вообще у меня с Казахстану просто большой привет, сердечко, то, как меня приняли мои друзья. Ребята, если кто-то из вас смотрит, спасибо вам огромное. То, как вообще инфраструктура страны, то есть при тамошнем уровне сервиса и низких ценах, и вообще Air Астана вообще отдельно просто сердечко. Я как авиационный гик, авиационный просто нерд, я прям очень оценил уровень сервиса, качество отделки самолетов, их возраст. То есть ребята невероятно работают за невероятно низкую цену. То есть там и уровень там, это очень недооцененная авиакомпания, я тебе скажу, очень недооцененная. То есть, там, Какая именно? Air Астана. Air Астана. Да, то есть у них там, ну действительно, я бы сравнил их, наверное, я, правда, у них только бизнесом летал, но я бы их, ну потому что он очень доступный по цене. И я бы его сравнил, бизнес у них точно лучше, чем у Аэрофлота, я бы сказал. Лучше, чем у Аэрофлота? Да, ну, да, тем более они в узкофюзеляжных самолетах своих, они очень классный бизнес-классы ставят, то есть очень современный, то есть у Аэрофлота в узкофюзеляжных самолетах я не видел современного бизнес-класса. У Аэрофлота хороший бизнес-класс только на дальних перелетах, а у Air Астана на всех. Сейчас я думаю, как моя сестра будет переводить в субтитры узкофюзеляжные самолеты. Хорошо. Narrow body. Спасибо. Narrow body, wide body. Все, прекрасно. Тогда давай немножко, у нас не очень много времени. Я хотел спросить тебя, вот ты сказал, что твой математический склад ума помог тебе найти лучший выход из этой проблемы. Расскажи вообще о твоей работе. Ты, получается, преподаватель? Да. Правильно, да? Да. И ты просто учишь людей математике или что-то более, ну, скажем, глубокое? Ну смотри, у меня есть ученики в России и за рубежом, да, я просто их готовлю по программе их школы или там к их экзаменам, да, и просто в течение своих уроков я еще делюсь с ними каким-то своим жизненным опытом, образом жизни. Например, у меня очень воодушевился один из моих учеников, который мне в этом году ЕГЭ сдавал. То есть я с ним то из Бангкока выходил на связь, то с Пхукета, то из Тбилиси, то из Астаны, то из Алматы, то из Москвы. Отовсюду. Потом здесь, во Вьетнаме, с ним дозанимался уже. И я даже помню, ну, то есть я с ним делился, а вот сейчас я, короче, такой выход нашел, а сейчас я такой, а я придумал, как так выводить валюту, я придумал, как то это. И он это сам мотает на ус, и, то есть, наблюдая за моим образом жизни, он тоже это перенимает. То есть не то, чтобы я прям этому конкретно учу, но иногда могу на уроках рассказать, а там, хочешь, расскажу, там, как Шазам работает, например, да. То есть это тоже математические алгоритмы там определенным образом работают. То есть математика, знаешь, мне всегда казалась такой очень
теоретической наукой и крайне неприкладной, что ты не можешь, то есть, зная хорошо математику, ты не можешь ничего с этим сделать, если только не знаешь там физику, программирование, все такое. А оказывается, нет. К сожалению, это минус постсоветского образования, потому что оно очень теоретическое, оно очень сильное, придает тебе невероятный ум, но оно очень теоретическое. То есть его необходимо, я считаю, балансировать с западным, то есть, как бы сказать, нет образования лучше и хуже, они просто разные, да, у каждого есть свои минусы и плюсы. Просто я удаленно сдавал курсы западных университетов, изучал, а также я учил, ну, западных, там, американских, там, еще каких-то учеников. И то есть там у них очень много в приложении, они понимают, для чего они даже самые простейшие вещи изучают, да, но как бы не такая мощная у них подготовка, то есть у них бывают сложности с абстрактным мышлением. Вот, и золотая середина, она где-то, я стараюсь давать им между ними. Здорово. И, допустим, если у меня сейчас мои зрители смотрят этот наш подкаст, и им тоже интересно, не знаю, изучение математики, могли ли они с тобой как-то связаться или еще что-то? Могут, да, конечно. То есть я, как правило, работаю, правда, с подростками, ну, то есть с 7 по 11-12 класс, в зависимости от системы обучения. Но там такая история, что, да, я могу взять и взрослых, просто мне очень интересно брать подростков, потому что это как... У меня есть опыт выступлений в спорте по плаванию. Ну, я был такой продвинутый любитель, не профессионал. Там есть определенные микроциклы, когда ты готовишь своего ученика. То есть есть база, есть объемная работа, есть такая обработка деталей, и там уже нужно грамотно ученика еще перед экзаменом расслабить и разгрузить, психологически его настроить. Это все огромный процесс. Да? То есть и я люблю просто брать то, что называется long-term учеников. Потому что это как с точки зрения работы, так и с точки зрения стабильности дохода куда более beneficial, выгодно. Выгодно, да. Да. Простите, уже смесь языков у нас тут. Все нормально, мы живем за границей, поэтому я считаю, нам это допустимо. Да. В общем, да, и то есть, поэтому я обычно люблю таких. И, собственно, мне еще очень нравится работать с подростками, потому что там происходит закладывание фундамента. Особенно в районе 7-8 класса, 9, да, то есть то, что было до этого, можно нагнать за 1 год легко вообще. А то, что после, я помню, самая тяжелая работа, когда к тебе приходит ученик 10, 11, 12 класса, у которого за предыдущие все годы один огромный пробел. И этим фундаментом его нужно в режиме цейпнота, в режиме паники учить просто все в него впихивать, когда у вас остался год. Да, но это тоже реально, это получалось, не такие выдающиеся результаты обычно выходят, хотя по-разному бывало, но выходило, да. То есть ты помогаешь ребятам, которые бывают совсем нулевые, да, и им нужно подготовиться к экзаменам, и за короткий промежуток времени ты их прям прокачиваешь. У меня бывает... Ты как коуч, математический коуч. Типа того, да. То есть у меня, на самом деле, моя самая лучшая специальность — это брать безнадежных детей и делать из них уровень хорошего математического образования. Круто. Да, может быть, не суперзвезд, но прям очень уверенно стоящих на ногах. То есть у меня вот самый-самый мой классный ученик был Джордж, я поделюсь. С ним была история, то, что он пришел ко мне он 12 лет учился, он пришел ко мне в 11 классе, он с трудом мог решать квадратные уравнения, складывать дроби, а 1,5 года спустя у него по его программе, это IB, международный бакалавриат, International Baccalaureate, ему нужно было писать так называемую курсовую работу, internal assessment назывался это paper у него, то есть эта курсовая работа у него, в общем, я его вдохновил, рассказал, в общем, парень, который с трудом решал квадратные уравнения и десятичные дроби складывал, да, он 1,5 года спустя написал курсовую работу на тему приложения дискретных преобразований Фурье к обработке цифровых сигналов. Это звучит как что-то крутое, я не все понимаю. Это 2-й курс математических факультетов. Вау. Это, то есть, за 1,5 года? За 1,5 года. Но у нас, признаюсь, у нас был чит-код, потому что его основная программа была не такая сложная, поэтому мы ее покрыли за несколько месяцев буквально. Ну, то есть, условно говоря, месяцев за 6-7, да, и потом у нас была возможность уйти вперед сильно. Вот. Слушай, ребята, если вам интересна математика, если вы хотите себя прокачать, или у вас есть дети, которые подростки,
и они тоже хотят этим заниматься, то, пожалуйста, вот, можете связаться с Зурабом. Он преподает на русском, на английском, на каком вы хотите. Там будет ссылочка в углу. Вот, На каком его... хотите, нет, как бы. На каком На хотите. китайском я пока еще не умею Ну, преподавать. да, либо на русском, либо на английском. Да, имею в виду. вот за эти два я могу ответить. Я сейчас еще Да. ирландский изучаю, Ну, вот. но пока еще не дошел. Скоро на ирландском будет. Да-да-да. Поэтому обязательно, если вам нравится такая идея, то вот можете, получается, с ним связаться. Мы оставим там ссылочку, так что вот такие дела. Да. Смотри, давай перейдем к другой теме, которая очень важна и что интересна нашим зрителям. Именно о том, что ты, ну, можно сказать, я знаю, у тебя есть много кровей. Ты 6. сказал. 6 кровей. 6 кровей. Я всегда хвастался, что у меня 4 крови, но ты меня переплюнул. Какие у тебя? У меня русская, грузинская, польская и татарская. Слушай, у нас есть три пересечения. 3 пересечения, да. Я осетин, грузин, русский, украинец, белорус и поляк. И поляк, да. Я- Интересно, что ты говоришь не кровь, ты говоришь именно национальность. Я русский осетин, да. Вот грузин, поляк, украинец, Да. белорус. Ну, знаешь, когда меня спрашивают, кем ты себя идентифицируешь, я всегда классно отвечаю. Я ирландец, отстаньте от меня. То есть ты решил не заморачиваться по Ну, этому как бы поводу? да. Слушай, я космополит всегда был чуть ли не с детства, и как бы я чувствую себя гражданином мира, и ровно поэтому я считаю, что я принадлежу к миру, поэтому у меня есть друзья отовсюду, как бы я не заморачиваюсь, как бы сказать, вообще. Ну смотри, ну ты родился в Грузии. Во сколько тебе было лет, когда ты переехал в Москву? 2,5 где-то. То есть, в принципе, ты полностью сформировался в Москве. Все Да. твоя жизнь была вокруг Москвы. Более того, к моему стыду я даже не говорю по-грузински. Я хочу его когда-нибудь выучить, но просто я когда слышу грузинскую Shame on речь, you. да, я когда слышу грузинскую речь, это просто, знаешь, как мед в уши просто. Это Серьезно? Да, он так красиво звучит. То есть я, собственно, поэтому начал уже учить ирландский. Я думаю, еще добраться до грузинского, французского и японского. Я тоже хочу изучать грузинский, но я думаю, что я буду изучать грузинский только тогда, когда я буду жить в Грузии. Потому что если я живу за пределами Грузии, это будет трудно. Это очень сложно. Я думаю, не существует много качественных материалов для изучения грузинского. Я думаю, что лучший способ изучать его — это погрузиться в среду. Да, среду, как да. вьетнамский. Если бы я не жил во Вьетнаме, я думаю, я бы никогда не выучил вьетнамский до такого уровня, который у Вы меня видели, сейчас. как он сейчас по-вьетнамски шпарил? Офигеть. Я с ума сошел. Так, это было ничего. Ну, ладно, неважно, давай вернемся к тебе, значит. Ты 90-е года, Да. Россия, Москва. Как у тебя фамилия? Валиев. Валиев. Ага, но Это твое имя... осетинская фамилия. Осетинская, но имя Зураб. Вот ты пришел в школу, в первый класс, или в детском саду. В детском саду еще ладно, но в школе. Было ли какое-то такое, что ты чувствовал, что ты немножко как бы не здешний, что люди к тебе так обращались немножко, ну, скажем, дискриминация была какая-то, либо когда ты был маленький, либо когда был подросток, либо уже позже? Потому что в России, к сожалению, при всей нашей многонациональности, к сожалению, Бывает нетерпимость, да. Да, нетерпимость, к сожалению, у нас до сих пор присутствует. Особенно если люди смотрят на имя или на фамилию, то они могут уже заранее, допустим, сформировать, да, тебе какое-то представление и, допустим, могут не дать тебе арендовать квартиру, Да. например. Это большая проблема в Москве. Вы можете видеть объявление, написано «только для славян». Да. Понимаете? И вот расскажи мне с твоим опытом в жизни, у тебя было что-то подобное, сталкивался? Начиная, допустим, с самого раннего возраста и по нарастающей. Был очень забавный опыт в детском саду, когда дети еще не могли выговаривать все буквы, и меня называли жираф вместо Зураб. Это очень мило. Им это было просто удобнее так У говорить. меня сок в нос залез. Ну и тем более я еще высокий, я 1,93 м, и поэтому, ну, как бы я и в детстве, ну ладно, в детстве я был поменьше, но выше в среднем, чем другие дети. Что еще? Господи. В школьные годы я практически с этим не сталкивался. Я помню, как-то иногда могли какой-нибудь анекдот про грузин рассказать, но без желания меня задеть, ну просто, да, им это казалось забавно, стереотипным, да. Иногда мне это казалось немножко, ну, не камильфо, но как бы нормально, то есть ребята не хотели. Один, я помню, кто-то до меня как-то что-то докапывался, но так полушуточно, что ли, ну, потому что дурачок был. Сейчас мы с тем парнем хорошие друзья, ну, просто он тогда, наверное, не очень понимал, что говорит, он сказал, да, что-то как-то была какая-то полуконфликтная ситуация, он сказал, да, что ты вообще в России забыл, хотя я по-русски лучше, чем он, у меня по-русски были оценки лучше, чем у него. Ну, как бы... Да, это у нас такое есть. Да, ну, он как бы этих проблем не было у меня, но я столкнулся с этой проблемой в универе.
У меня был какой-то одногруппник один, он, как позже выяснилось, он, по-моему, у него был не все дома у него были, просто он был Не немножко... все дома, хорошее выражение. Значит, что немножко сумасшедший. Немножко сумасшедший, да. Ну, как бы, когда ты учишься на очень сложном математическом факультете, там бывают такие персонажи, как бы... Бывают такие мирные, а бывает немножко агрессивные. Немножко агрессивно, да. И тот чувак, он любил меня выводить из себя, докапываться до меня и как бы сказать, на национальной теме меня как-то подкалывать. Как бы мне это не особо нравилось, из-за того, что он был мой одногруппник какое-то время. У нас первые 2 года у нас сначала одни группы идут, а потом, когда ты выбираешь специальность, группы переформировываются. И вот, ну, то есть какое-то время мне приходилось с ним как-то взаимодействовать. Как бы, понятное дело, я руку на него не подниму, как бы, потому что я считаю, что руку поднимать на человека нужно только в случае самозащиты. Тем более, когда я чуть-чуть попрактиковал боевые искусства, я понял, что у меня вся эта вот прыть, желание всем показывать, какое крутое, это отошло на второй план, и ты понимаешь, что в самом крайнем случае, потому что не дай бог ты кого-нибудь не так ударишь, Да, то потом всю жизнь будешь расплачиваться за это. да, будешь жалеть, да, или ты сам еще, если на кого-нибудь первый набросишься, а он потом тебе еще. Такое тоже может ну, быть. как бы да, я думаю, что физическое насилие – это самая крайняя вещь, к которой ты можешь прибегать. Самое крайнее, да. И как бы, вот, и к чему я говорю, да, и то есть, ну, был только тот парень, да, как бы, ну, он, наверное, единственный более-менее запомнившийся мне случай дискриминации, других случаев я вообще никак не припомню. Ну вот именно бытовой расизм, о котором я описывал. Мне то есть повезло. с точки зрения, что квартиры, там, работы. Вообще, ну смотри, я всегда был фрилансером, и большую часть времени я жил своей жизнью с родителями. То есть, ну, я какое-то время жил в общаге, которую я получил за работу на замдекана. Ну, просто людям из Зеленограда не давали общежитие. Потому что живи я на... Считалось, что ты москвич. Да. А живи я на следующей остановке электрички, давали. И поэтому каждый день мне надо было ездить 2 часа в университет и 2 часа обратно. То есть у нас в России, если ты живешь в городе, в котором находится университет, обычно ты не можешь жить в общежитии. Да. То есть, если ты из другого города, то без проблем. И он жил буквально, можно сказать, не на окраине Москвы. Это даже, как сказать, не Москва, это как маленький город за Москвой. Но Ну, юридически Москва всегда были Москвой. Да, но де-факто как бы это находится совсем далеко. Ну, ему повезло. Да, мне очень повезло, да, в кавычках. В кавычках? Да, но потом, да. В общем, в плане расизма, да, мне очень повезло, потому что я практически ни с чем не сталкивался. Было один из отцов, отец одного из моих учеников, он как бы однажды тоже, я что-то ему позвонил, когда у нас был первый созвон, он такой: ничего себе, Зураб, даже без акцента говоришь, удивительно. Но я бы не сказал, что это расизм, это скорее стереотип какой-то. Да, меня это немножко смутило, но я так подумал, ну как бы да, я в России всю жизнь вырос. Мой друг, короче, шутит. У меня есть друг, который любит шутить то, что: Зураб, ты похож на московских грузин. Я спрашиваю, кто такие московские грузины? Он говорит, это те, у кого от Грузии один только нос остался. Извините. Неплохо. Да. Московские грузины, да. Но на самом деле такое понятие, как русские грузины, это довольно, я бы сказал, длинная история. Я смотрел документальный фильм Парфенова. Не знаю, слышал о таком Ну, про человеке? Парфенова слышал, да, но просто Вот не у него смотрел. есть русские евреи, есть русские грузины. И то есть связь между нашими странами, она не последние 100 лет, это уже, наверное, 200-300 лет, я бы сказал. Еще со времен, да. Слушай, я даже сколько там, в каком веке у нас была царица Тамара? По-моему, 12 век, когда она очень интересная дама была. Она сначала вышла замуж за русского князя, потом она с ним развелась, отправила его обратно в Русь, так сказать, и вышла замуж за осетинского князя, и с ним жила. Это было забавно. Какая дама такая, не нужен мне, уходи, Русь. Кстати, да, вот еще насчет фамилии моей, да, то есть у меня фамилия это осетинская, Валиев, да, но если ты будешь говорить Валиев, то это будет считаться как татарская фамилия. Да, Валиев звучит как татарская. Да, и вот я бы так и подумал, на самом деле, когда видел твою фамилию. То есть я сам об этом на самом деле узнал только уже в подростковые годы, как бы сказать, мне отец сказал, что вообще-то ты не Валиев, а Валиев. Я такой, ого, вот это поворот. Всю жизнь. Вот это поворот, пап, да, и как бы... Да, и то есть, возможно, еще поэтому меня считали таким, ну, просто орусевшим парнем, который просто с редким именем кавказским, да. Буквально вот еще пару слов хотелось бы у тебя спросить насчет твоего хобби. Мне было очень интересно, ты рассказал, что ты также любишь писать. Да. И скажи мне, что ты пишешь сейчас?
Слушай, очень разные вещи я пишу. Я пишу в основном научную фантастику. Иногда я пишу эротику. Да. А иногда какие-то жизненные истории. Сейчас я все очень хочу написать такой полубиографический роман. Я думаю, пора за него сесть. Просто в основном я пишу рассказы. Записки юного математика. Не совсем. Я в свое время путешествовал, в 21 году я путешествовал по прекрасному острову Сахалин на Дальнем Востоке России. Ну, я вообще путешествовал Точно Чехов настоящий. Вот, слушай, да, то есть Чехов оказался на Сахалине в 30, я оказался на Сахалине в 29, да. Он там провел 3 месяца, я провел там 3 недели, там он писал, я писал. Круто. В общем, да, и из всех мест на Дальнем Востоке, где я был, очень родным мне стал Сахалин. Я изведал практически весь остров, от Южно-Сахалинска до города Аха на севере. У них даже в песне есть строчка «Аху ли не любить, Аха прекрасный город». Аху ли не любить? Да, да, но те, кто чуть глубже знает русский, поймут дополнительный смысл. Как мне говорил мой наставник, может, вы его знаете, это мой наставник и друг Дмитрий Быков. Это известный писатель. Очень известный. Я был шокирован, когда он мне сказал, что Дмитрий Быков его наставник. Я такой, Быков? И друг, да. Тот самый Быков? Да, да, мы с ним праздновали Новый год в Тбилиси, я его по родным местам в Тбилиси водил, кормил везде. В общем, ну и плюс, да, еще до этого мы с ним в Москве познакомились, общались. Я иногда бывал на его вечеринках, которые бывали в рюмочной около ТАССа. ТАСС, Т-А-С-С, это, ну, информационное агентство. Информационное агентство, да. Да. То есть какое-то большое такое медиа, я думаю, Да. провластное. Сейчас уже провластное, да? Раньше было нет. В 90-е и начало нулевых была куда большая свобода в России. В общем, да, и мы с Дмитрием Львовичем, он мне сказал: Зураб, вы должны написать роман про Сахалин, он будет очень популярен, потому что вы можете показать его таким, каким его не видел никто. И то есть, в принципе, наверное, это я, как у меня соберутся силы, направлю силы на это. Хотя, конечно, мне еще там есть куча других интересных вещей, там, не знаю, там в геймдев я думал уходить, у нас была команда, с которой мы делали игру. Я там был как раз сценаристом, несложно догадаться. Да, команда. А вы делали видеоигру Да. вместе, и ты был сценаристом для этой игры. Да. То есть у нас был программист, дизайнер, и я как сценарист, ну, точнее, я был сценаристом, геймдизайнером, был программист и был художник. Да, команда развалилась, но я думаю, к этому затее вернулся. Это классная вещь, мне это безумно нравится. Вот. Да, и ты так говоришь, что ты занимался плаванием. Да. Вот мне интересно, потому что я всю жизнь, когда я был подростком, нет, когда я был маленьким, в 5 лет я начал, не помню даже, может, 4 года начал плавать уже в речке сам. То есть для меня плавание это была большая вещь. И я также занимался плаванием с 5 до 10 лет. В бассейне с тренером. В бассейне с тренером, да. Это сложно назвать профессионально или любительски, но как бы для ребенка это такой шаг, я бы сказал. Прости, пожалуйста, там за окном просто несколько симпатичных девушек. Я просто недавно с девушкой расстался. Ссылка в описании. Да. Дамы красавицы, пишите мне. Да, и поэтому я хотел сказать, что мне, к сожалению, 10 лет я получил астму бронхиальную, и аллергия была на хлорку. И я не мог продолжать заниматься плаванием больше. Ужас. Вот, да. И потом у меня это уже немножко успало, и годам 14-15 я хотел вернуться, но мне сказали уже поздно. То есть с точки зрения, если как бы, ну, мой тренер сказал, что если мы хотим сделать тебя спортсменом, то все. Вот. То есть я мог бы, конечно, пойти плавать без проблем, но вот именно чтобы заниматься так, а я был очень хорош. Я не выпендриваюсь, просто хочу рассказать мою историю, да. У меня, правда, были часто многие медали за первые места. Вау. Вот, да. Ну, вот так потом, к сожалению, сложилась жизнь. Ну, как у тебя раскрылось к этому, как ты к плаванию пришел? Ну, начнем с того, что в 13 лет я научился не тонуть. Это хорошо. То есть до 13 лет я не умел плавать вообще. Потом как-то в море в Турции я научился не тонуть. И до 23 лет я с плаванием особо не был никак связан, несмотря на то, что у меня тело для него создано, с ростом, моей там, гибкостью какой-то, вот такой вот, да. Или к йоге. Или к йоге, да. Наблюдаю сейчас с моими рычагами. У меня, правда, ладони немножко мелкие, да, то есть у моего отца были ладони и стопы больше, хотя он был ниже меня сантиметров на 10. И в общем, он, как сказать, ну, плавание для меня пришло, когда в 23 года я практически не мог ходить из-за травмы. Я бегал без тренера
сам со своими, думая, что я сам самый умный, бегал полумарафоны, пробежал марафон. Это все, конечно, здорово, я молодец. Я смог себе доказать, что я просто все детство и подростковый год был абсолютно неспортивным человеком. И то есть я смог себе доказать, что вот я могу, я такой красавчик, молодец. Ну и как бы да, за этим последовало 3 грыжи, остеохондроз, около 6 или 8 протрузий, не помню до сих пор. Да, то есть 23 года у меня было так, я вставал с кровати, я не мог проводить вне кровати больше нескольких часов, потому что там мне начинало темнеть в глазах от боли страшной, давало в ноги. Поэтому, друзья, если вы хотите пробежать марафон, Берите тренера, не торопитесь никуда. Вообще в любом виде спорта, даже в плавании, потому что даже если вы поплаваете сами по себе без тренера, без поставленной техники, вы можете убить себе спину, плечи, шею, все что угодно. Это правда. Несмотря на то, что, казалось бы, плавание самый здоровый вид спорта. Я помню, что я плавал, наверное, по километру, по 1,5. Недавно начал плавать, опять вернулся. И у меня прям болели вот здесь, не знаю, это либо плечи, либо что. Вот я плавал. Вот это мышца? Вот что-то, да, здесь, мне кажется, болело, Здесь. да. Ну это трапеция, они у тебя просто не привыкли, скорее всего. Ну, может быть, Просто страшнее, если где-то здесь болят, здесь очень тонкие дельтовидные мышцы, не дельтовидные, не помню, как они называются, а также еще связки в плечевых суставах. Ну, я точно не помню где, но где-то вот здесь что-то болело и было не очень комфортно. Я думаю, поэтому надо, аккуратнее быть. Да, и очень важно не торопиться никуда. Этому я научился благодаря травме. И потом я в 23 года в качестве восстановления, я еще вспомнил, я сидеть не мог больше получаса, это ужасно. И там, не дай бог, лежишь, там, не дай бог, как не так двинешься, тебя прострелит, и ты кричишь. И потом, не кричишь, благородно делаешь. В общем, и потом так получилось, то, что я ВКонтакте, у меня был, до сих пор я веду блог про то, как я восстанавливался. То есть я его завел в 2015 году, когда я практически не мог ходить. И как я лечился постепенно, он превратился в блог спортивных будней. Потому что я тогда думал либо вернуться к бегу, либо заново заняться единоборствами. Но плавание мне назначили как, просто часть моего восстановления. С 23 до 25 я плавал чисто лечебно. Один разок я продолжил, 2 раза я успел за то время заявиться на старты на открытой воде. Просто по приколу проплыть, а потом понял, давай я буду соревноваться в бассейне. Начал выступать в категории любители-ветераны, мастерс. Они организовываются как профессиональные соревнования, но просто, ты можешь там плавать вместе там с 50-летними мужиками, которые в молодости выполнили мастера спорта и плавают по-прежнему очень даже ого-го. И ты с ними соревнуешься. Я просто там поменял одного тренера, потом другого, сменил локацию в центре Москвы. Самое интересное, я когда ездил в университет, я вернулся после окончания университета к себе в родной Зеленоград, уютный. Я думал, что вот все, сейчас я больше не буду из Зеленограда ни ногой, да, а потом, чтобы я когда-нибудь еще ездил в эту Москву вашу, да, из Зеленограда на электричках, да упаси Господь, да. А потом я начал ездить в центр Москвы на тренировки. То есть это занимало поменьше времени. У нас пустили экспресс-поезда, и путь от моего дома в Зеленограде до моего бассейна «Чайка» занимал только час и обратно час. Может, час 05. Но это мотивация, это уже другой подход. И то есть я тренировался в прекрасном бассейне под открытым небом в центре Москвы круглый год. Там, особенно ты плаваешь, на тебя снег падает. И я начал выступать, я начал брать разряды. Юридически не мог их оформить, но нормативы разрядов я выполнял. То есть у меня мои личные рекорды, если это вам о чем-то скажет, в основном по короткой воде. На английском это short course, да, а длинная вода это long course. Спасибо. Короткая вода это 25 метров бассейн, длинная 50 метров бассейн. Там в короткой воде... Это как спринтер получается, да? 50 метров это бассейн. Просто в бассейнах за счет количества поворотов в 25-метровом у тебя чаще повороты, поэтому все результаты там быстрее. Поэтому там разные нормативы, рекорды мира и так далее. Да, вот. Я специализировался на 200, 400, 800 метров. Начинал я с открытой воды, но потом специализировался на этом. То есть у меня личный рекорд на 800 метрах, там 10 минут 14 секунд, по-моему, на 400 4,54, на 200 там что-то в районе 2,12, что ли, это по короткой воде. Это очень быстро, да. Я знаю, потому что я недавно тоже пытался плавать, и я думаю, я 800 метров за полчаса проплывал. Да. Сейчас я чуть-чуть подзабил, и я решил взять перерыв из-за некоторых моих мелких проблем со здоровьем, не вызванных плаванием абсолютно, но оно их, наоборот, откладывало, их проявление. То есть мне врачи сказали, что здорово, что ты занимался, потому что иначе бы это у тебя вскрылось там в 25, например, да.
И то есть, ну, я ни для кого не секрет, ну, просто там с гормонами, витаминами некий сбой. То есть и плавание до последнего помогало мне себя поддерживать. И сейчас я просто плаваю только чтобы, там, не знаю, не стать толстым, а чуть-чуть для себя. И как бы я планирую к этому вернуться, когда лечусь. И, собственно, да, сейчас я временно взял перерыв, ну, плюс еще там по миру решил поездить внезапно. Вот. И да, то есть и с тех пор я просто понял, я очень сильно поверил в себя. У меня даже была история, когда мы с моим тренером, я когда был в Грузии у своей бабушки в очередной раз, я тренировался. В одном бассейне ко мне подошел один из тренеров, он оказался менеджером сборной Грузии. Он предлагал мне сходить, приехать на соревнования среди профессионалов. Он предлагал мне приехать на соревнования среди профессионалов и заявиться. То есть в 2020 году мы думали с тренером, давай попробуем стать чемпионами Грузии, потому что у них в среднем нормативы меньше, чем у нас. Там не такой мощный уровень плавания. И, то есть, но ковид, к сожалению, нарушил наши планы. Да, так мы с тренером сидели, смеялись. Я помню, мы с ним сидим в бане у нас в бассейне, и он говорит, слушай, а вот прикинь, ты станешь чемпионом Грузии, и тебя на Олимпиаду отправят. Вот это будет прикол. Было бы круто, да. Да, и, то есть я был тогда нереально мотивирован, то есть тогда я уже начал по своим личным результатам, которые он назвал на соревнованиях, я уже к этим цифрам приблизился на тренировках, то есть когда ты на тренировке, будучи под нагрузкой, после зала, небритый, в обычных плавках, в бассейне плаваешь с временем близким к своему соревновательному, который у тебя был несколько месяцев назад. Это, конечно, невероятный пик, но потом наступил ковид, и все развалилось. Вот видите, ковид кому-то мешает, а кому-то помогает. Благодаря ковиду я создал этот канал, я начал преподавать русский, так что спасибо, ковид. Да. Слушай, я ковиду тоже благодарен, потому что пока я сидел дома, я практически не тратил денег, я накопил большое количество денег, которые реинвестировал очень неплохо. Ну, правда, часть инвестиций санкции заморозили, ну, как бы сказать, не будем о грустном. В общем, да, ну а на часть этих денег я, допустим, живу сейчас, когда у нас кризисное время, то есть эти деньги мне сейчас помогли очень сильно. Они помогли мне выехать из России, они мне помогли здесь существовать, пока у меня сейчас есть некоторые, пока у меня просел доход. Так что да. Круто. Слушай, мы можем еще долго так Часами, разговаривать, да. часами, но, во-первых, он уже опоздал. Да, меня уже ждут, я беру такси себе. Мне тоже нужно будет бежать. Спасибо, Да. ребята, что были здесь, что смотрели наше видео. Вот. У нас, я бы сказал, сегодня мы поговорили обо всем. Нету какой-то конкретной темы, но я думаю, что Зураб просто очень интересный человек, и с ним очень приятно разговаривать. Взаимно, это взаимно. Вот, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Зурабу, то пишите в комментариях под этим видео. И, как обычно, спасибо Лиз и Джоэлу за поддержку и всем другим нашим патронам. Да. И если вы хотите стать также патроном, то переходите по ссылке вот там. Я его уже чаем угостил. Не, ничего. Да. Я его уже чаем угостил. Это считается патроном? Да, почти. Теперь нужно тебе каждый месяц меня чаем угощать. Договорились. Слушай, мы, кстати, если будут еще вопросы, мы можем еще записать что-нибудь. Да? Так что Можно будет. Да, я поболтать всегда рад. Все, отлично. Давай, родной. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.